Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Пришло время поговорить про новый корабль Кобра МК-5, который теперь доступен для всех за внутриигровую валюту. Это у нас кораблик маленького размера, который является универсалом и считается заменой Кобры МК-3 и МК-4. Но учитывая его характеристики, можно считать, что он перекрывает все маленькие корабли в игре, и при этом стоит недорого, всего-то 2 миллиона. Но то, что он дает за эти 2 миллиона, это просто красота. 5 слотов вооружения. 3 двойки, 2 единицы. С хорошим сведением, потому что 2 двойки по бокам от кабины, условно как на Крайте МК-2 и Крайте Фантоме, 1 двойка прям посередине наверху и 2 единицы по сторонам от кабины, но сверху. Неплохо. Есть с чем разгуляться в плане вооружения. Внешнего оборудования целых аж 4 слота. Почему целых аж 4? Потому что на Кобре МК-3 их всего лишь 2. По внутрянке у нас следующая ситуация. 4-я силовая, которой нам, скорее всего, будет не хватать в некоторых фитах, где есть призматические щиты и щиты-накопители, учитывая еще вооружение, которое можно сюда поставить. 4-й маневровые двигатели, 4-й ФСД ПГР, 3-я система жизнеобеспечения, 4-й распред, 3-я сенсоры и топливный бак на 16 тонн. В принципе, приемлемо. Жить с этим можно, увидите дальше, как это все происходит. Если в этой игре когда-нибудь будут интерьеры кораблей, я не знаю, как они будут с этим взаимодействовать. В том плане, то, что у нас целый 5-й слот, учитывая размер корабля, это очень много. 3 четверки, 3 тройки, двойка и единица. Это, ребят, дофига как по мне. Как я и говорил, возможные проблемы с силовой и, конечно же, с распределителем питания при условии использования мощного вооружения из серии рельсы, плазмы и прочее. Да это, наверное, все его проблемы. Да, конечно, прыжок у него не будет, как у Diamondback Explorer, но не забываем, что корабль у нас, мои дорогие, универсальный. Он совершенно спокойно может заниматься любым контентом в игре, а именно торговлей, майнингом, исследованиями, ПВЕ-боевкой, ПВП-боевкой и торгоидами и так далее. Фитов на этот корабль я заготовил вам довольно много, как с инженерами, так и без. И все они будут лежать одним большим постом в моем телеграм-канале, ссылочка в описании и закрепленном комментарии. И, кстати, видеопроизводство и особенно обзоры кораблей – дело не быстрое, так что если хотите меня поддержать, буду не против. Ссылочки на донат и бусти в описании, а мы возвращаемся к теме видео. Если из него сделать комфортного торговца, то грузом будет вести почти 100 тонн. Это с щитами и топливозаборником. А прыжок будет 17 лет, при условии, что он будет груженый и без инженеров. А если уже будут инженеры, то тогда 27 лет с грузом он будет прыгать. И, между прочим, с 1000 призматических щитов и резистами это все будет происходить. И моментик. Столько же везет Type 6, а он уже средний корабль. Ссылочка на фиты с торговцами в описании. Если делать исследователя со всеми удобствами, а это ТРП, щиты, дроны-ремонтники, АПРки, оставить возможность буста и так далее, то без инженеров это будет 42,6 световых года. После улучшения корабля и замены его FSD-двигателя на тот самый движок, который берется у техноброкера человеческих технологий, мы получим уже 67,8 световых лет. И все это без урезания топливного бака и функционала. Ссылки на фиты исследователя также в описании одним большим постом в телеге. Майнинг этому кораблю тоже под силу. К примеру, в майнинг-фите он сможет перевозить на себе 80 тонн. И это небольшой разлет по грузу по сравнению с торговой версией. Фит с инженерами и без также имеется. Если вы любите возить пассажиров, то в принципе в него влезет с щитами и топливозаборником и помощью в гиперкруизе 48 пассажиров эконом-класса, 34 места бизнес-класса и только лишь 15 пассажиров люкс-класса из-за размера кают. Маловато, но жить можно. А вот по поводу боевых возможностей корабля стоит поговорить поподробнее. И если нужен фит для боевки без инженеров, он будет так же лежать, как и все остальные, в том же самом месте. Но с инженерами этот корабль раскрывается очень сильно. К примеру, в боевом тяжелом фите с призматическими щитами и щитонакопителями он летит со скоростью под 600 метров в секунду. Что очень и очень быстро, особенно по сравнению с его в кавычках боевыми одноклассниками, такими как Курьер и Стервятник. Сейчас я вам покажу различные базы, на которых мы будем строить боевой корабль. То есть выбираем тот или иной вид танка, который я предложу, и на нем уже
будем выстраивать вооружение, которое мы будем с вами использовать. Заострять сильно внимание на то, как мы делаем корпус, не буду, потому что все это будет в фитах, но про щиты немножечко расскажу. Если хотите двухпоточные щиты, у вас есть два варианта. Первый вариант — это 5-й двухпоточный щитогенератор, где мы ставим ему, конечно же, термостойкие щиты и быстрый заряд. И ставим 4 усилителя щита, 2 с универсальной защитой суперконденсаторы и 2 с надежным усилением и суперконденсаторы. Это будет оптимально и для ПВЕ вообще супер. Если хотите поставить ему банки, чтобы у вас щиты еще имели возможность восстанавливаться быстро, а не ждать перезарядки, то, пожалуйста, двухпоточный щитогенератор 4-го размера, точно такой же, и баночки, 2 штуки, щит-накопитель быстрой зарядки 5-го и 4-го размера. Но не забудьте убрать один усилитель щита надежный и поставить вместо него теплоотводную катапульту, чтобы не сгореть к чертям, когда вы все прожмете. Если хотите себе сделать просто призматические щиты без всяких затей, делаем следующим образом. Ставим 5-ю призму, усиленные щиты, высокая емкость и накидываем 4 усилителя щита. 1 термостойкий, 1 универсальный и 2 надежных усилителя щита. Все. Если хотите поставить себе банки, то я бы рекомендовал бы ставить уже 4-й призматический щит, 4-ю и 5-ю банку, и будет вам счастье. По вооружению я вас тоже сориентирую, не волнуйтесь, правда с ним есть проблемы в плане потребления энергии распределителя. К примеру, можно поставить 3 рельсотрона или 3 плазмы, 2-го размера все это вместе, естественно, но если поставить по 2 такие штуки, то распределитель у нас вдохнет в полной грудью и будет попроще вам с ним управляться. Но и не стоит забывать, что вы стреляете в противника не все время, так что выбор, ребят, за вами. В любом случае, фиты все знаете где. Теперь классические полеты против игрока на других кораблях. Начнем с малого и будем повышать накал. Будут, конечно же, разные виды танка и различное вооружение, и один фит с сюрпризом. Начнем с относительно простого типа вооружения. Это будут многоствольные орудия. Все они усиленные с эксперименталкой зажигательные боеприпасы, кроме одной штучки. Это вместительный магазин и разъедающие снаряды. Начнем с курьера. У нас лишь только двухпоточные щиты, без банок, без нифига. Но он тоже на многостолках, как и я. Но он, похоже, на призматических щитах или на двухпоточных, непонятно пока. Я не брал специально чафы. Спасибо камню. Корабль очень маневренный, очень быстрый, на удивление. И напоминаю, чем меньше цель, тем сложнее по ней попадать. Когда у тебя гимбалы, тем более. Когда многостволки, тем более.
Дай-ка я сейчас быстренько посмотрю, что там у него за щиты. Двухпоточка. Ну, все-таки, да, действительно не хватает урона. Маленький корабль. Что поделаешь. Мне на Мандалае урона не хватало, а на Мандалае 4 двойки и 2 единицы. Вот этот бой, этот... Черт, заговорился. Бой этот будет дольше, чем я казал. Ой, надеюсь, я вырежу этот момент. Я несколько раз слов не мог подобрать. Короче, бой будет долгий. Да у нас, скорее всего, боезапас кончится. Че-то многостволки грустненько. Маневренность сумасшедшая. Это я еще не поворачиваю с выставлением шасси. Это что было? Чёртова кобра. Ладно, давайте сыграем в игру «Выбей силовую противнику». На удивление, боезапас еще держится. Я 3 тарана пережил.
Но это было дольше, чем я думал на самом деле. Как-никак. Это новый корабль за донат. Но все же мы смогли. Даже щиты не потеряли. Двухпоточка тащит. Поднимаемся сразу до Стервятника. И Стервятник вообще сам по себе очень жесткий корабль, я вам скажу. На него также есть элитный обзор и все остальное. Посмотрим, что получится сейчас. Если что, Стервятник у нас на плазме. И как он будет по мне попадать, я, честное слово, не знаю. А все помнят фиты на Фердилансе с плазмами, да? Пока что мы используем только многостволки, но дальше мы будем поднимать накал вооружения. И, возможно, будем менять фиты в плане танка. Реверс фит будем ли использовать или нет, не знаю. Вы знаете то, что реверс я не люблю. Фиг гасит тараном, забрало мне щита так нормально. Опять таран. Но щиты-то у меня восстанавливаются. Распал распределитель. А какие там у него щиты, кстати? Угу. Призматические. Сделал только хуже себе, ну да ладно. Хотя бы в кольца его ввел. В кольца Хану повеселее будет. Распал распределитель.
подтвердила. Он так быстро не развернется, если что, ребят. Я могу сейчас в крысу сделать следующее. Просто уйти туда в кольца и спокойненько отрегенить щит. Ну, относительно спокойненько. Но, наверное, мы так делать не будем. Или будем. Не знаю. Не будем. Ну, поехали. Аж в глазах темнеет у пилота во время таких маневров. И когда у нас падают щиты... Ох ты, блин. Когда у нас падают щиты, по нам еще сложнее попасть. Я потерял сейчас 18% корпуса. Но не забывайте то, что наши волшебные щиты могут со временем восстановиться. Его нет. Ну, на большие корабли, я думаю, вряд ли мы пойдем на Кобре. Но средние протестим как следует. Он вроде ни разу по мне-то и не попал. Классно. А вроде нет, один раз попал, походу. Он не стреляет по мне вообще. Что-то я не уверен, вообще есть ли смысл использовать фит на призматических щитах и на двухпоточке с банками. Так, в эту дырочку пролезем? Пролезем. Я не слышал стрельбы, но получил урон по щитам. Нормально.
На удивление получилось. Хороший маленький кораблик. И против нас уже средний корабль, и это будет Чифтейн. Посмотрим, что получится у нас сделать или не получится. Потом уже, скорее всего, будем менять вооружение. Ну, миротворцами и дробашами сносит он меня так довольно знатно. Нет, ну это плохая идея вообще на него так лететь. А реверс я не люблю. Ну а вариантов-то у меня особо и нету. Не, ну я, конечно, гений лезть в лоб на такой корабль, но иначе, ребят, придется просто ехать задом и настреливать. А это, ну, такое себе. Ох ты ж, ё-моё. Таран пошел не по плану. Вот это вообще очень плохо. Если мы выживем, я сильно удивлюсь. Догнать-то он меня не догонит. Но хотелось бы урон наносить. А хотя... Мы маленькие. У нас много корпуса. Было. Кабину-то за что?
Сейчас случился таран или что? Почему у него упал сильно корпус, и у него корпус дернулся? Вот этого прикола сейчас не понял. Ну, тяжело одновременно, чтобы было и в распределителе двигателя, и в силовой, в системе, и в оружии энергия. Поэтому вариант по умолчанию, наверное, мы сейчас трогать не будем. Так, все, совсем все плохо, и опять случился какой-то невидимый таран. Ну, конечно же, да. Ну и что, вот такими вот перебежками стреляться? Так там даже ничего не долетает почти. Блин, жалко нету зеркала заднего вида. Бедная маленькая кобра, куда-то вообще полезла. Ух ты ж, черт. Буста не было, не смог сменить направление. Это на многостволках уж очень долго все это происходит, ребят. Опять случился таран, но корабль мой вообще не повело ни капельки, но я потерял корпус. Что это такое? Ну, короче, это слив. Но мне кажется, виноваты еще и пушки. Мы сейчас будем использовать другое вооружение в следующий заход с Чифтейном. Сейчас, я думаю, чудо не случится. Но чудо пока случается. Я живу с одним... Нет, даже не с одним, с 0%. Это все потому, что корабль донатный, ребят. По-любому. Делаем следующее. Берем 3 плазмы второго размера. Да, это мало, но что поделать. Эффективный проводник тепла,
И генератор для системы захвата целей, тоже эффективная. Ну и 2 рельсы на сбитие банки на относительно большое расстояние, недокрученные, конечно же, чтобы можно было бить с большого расстояния, когда будут пролеты, и выстреливать силовую, когда упадут щиты. Надеюсь, что-нибудь да получится. И силовой уже немножко плохо, а мы все еще на 2 поточных щитах, без банок, и не на призме с банками. Не знаю себе, как покажут плазма с рельсами. У этого корабля реально проблема с уроном. И какое вооружение мы будем смотреть на протяжении всего видео, тоже не знаю. Многостволки было. Рельсы плазмы, сейчас посмотрим. Есть варианты поставить дальнобойные рельсы, есть варианты поставить дробовики. Ну, потрясающе. Ну, спасибо нахрен. Ну все, у меня щитов нет уже, считай. Ну-ка, обождите. Я, наверное, перемотаю этот момент, если буду слишком долго восстанавливать щиты. Да, и сейчас щитов не будет. Знаешь, перемотки не будут. Давай-то по-другому. Так, в камень влечу. Нет, не влечу. Опять таран случился невидимый. Опять невидимый таран случился. А вот сейчас тебе будет за таран, дружище. Понеслась. Это надолго. Перезарядка плазмы, спасибо.
А можешь забить и щиты восстановить. Опять невидимый таран был. Да что ж такое? Что-то совсем все грустненько. Я ожидал вообще других вещей, ребята, если честно. Прям вообще другого ожидал. У меня сгорели сенсоры? Нет, у меня не сгорели сенсоры. Ну давай дадим себе фору, мы же маленький корабль. Сколько у нас щиты восстанавливаются по времени, я даже не знаю. Да ты издеваешься, игра. Что-то игра не хочет, чтобы этот корабль хорошо себя показал. Не знаю, с чем это связано. Вооружение оставляю точно то же самое. Меняю танк, ставлю усилители щита с универсальный один в жир и один убираю, ставлю теплоотвод, потому что мы ставим банки, то есть щитонакопители 5 и 4, и двухпоточные щитогенераторы 4 размера. По идее, может получиться, а может не получиться. У нас будет такой же быстрый реген, даже чуть быстрее будет щит восстанавливаться, но у нас еще будет щит в банках, это может нам помочь. А потом уже будем танковать корпусом. Что-то мне сильно кажется, то, что проблема не столько в корабле, сколько в оружии противника. Как-никак дробовики — это очень неприятная штука в ближнем бою, а мы сейчас бьемся с ним относительно в ближнем бою. Не на реверсе. Ну и ничего, сейчас у нас танка, по идее, побольше. Переживем, не переживем, я фиг его знает. Попробую как-нибудь уж без тарана, что ли. Ну да, и вот таран. И пол щитов нету. И еще щитов нету. Ладно. Таких спасительных баночек у нас еще 4. Выглядит многообещающе. До этого момента. Но он тоже ударился, так что в принципе туда-сюда. Конечно, я не успел прожать 4 в систему, а только 3. Эх. Ну давай, плазма. Не хватило, чтобы докрутить буста. Спасительных банок осталось 3. Чё там его Type 10 засканировать хочет? Мне кажется, я в этот Type 10 и влечу.
Ой, как же я не хочу садиться на призматические щиты с банками. Щитов там будет, конечно, побольше, но они не будут регениться. И больше будут жрать силовой. С рельсами может не влезть фит. Да и с плазмой, в принципе, тоже могут быть проблемы. Конечно, зачем попадать? В смысле shield замфлайн? Это как случилось? Вот прям просится реверс. Опять таран, что ли, случился, и мне корабль не повело? Ну, придется восстанавливать щиты. Что делать-то? Зачем попадать правильно? У меня такое ощущение, что что-то с игрой происходит. У нас сейчас были проблемы, нам пришлось делать релоги на рабочий стол, чтобы мы друг друга увидели. Что произошло? Как произошло? Засбоила, сволочь. Проснешься? Заново щиты накидывать. А корпус у нас сейчас меньше, я напоминаю. Хорошо, что я напомнил. Очень хорошо, что я напомнил. Да не, бред. Можно попробовать хул-танк в сборке, можно чафами обмазаться, можно через теплоотводы еще попробовать поиграть. Ну чё-то прям оно как-то не идет у меня. А вы видели, как я летаю на тех же Фердилансах, Корсарах? Ну это знак то, что да, нужно что-то делать с этим кораблем. Ну, если и сейчас не получится, то я уже не знаю. Этот фитец я хотел приберечь, когда будет Фердиланс. Ну, давайте-ка посмотрим, что получится. И да, этот фит показывать не буду, но, как и все фиты, все будет лежать в телеграм-канале, ссылка в описании, в закрепленном комментарии, все знаете. Фитов много.
Мажу немножко, нервничаю, вдруг не получится. Так, почему у меня недолеты? Да ты издеваешься? Я вообще забываю про дробаши, кстати. А надо бы не забывать. А еще что-то я как-то слишком активно кидаю теплоотводы. Вот это я тупанул сейчас сильно. Ну тогда чё, летаем на этом фите теперь, все остальные наши вылеты. И смотрим, что получится. У нас половина корпуса еще, кстати. И теплоотводы буду кидать не так часто. Пробуем свои силы против Крайта МК-2. Великолепного, распрекрасного универсала, пока не вышел Корсар. Ну что ж, надеюсь, получится у нас все это провернуть на этом же фите.
Что-то я косой маленько, ребят, стал. Ой, нехорошо получилось. У него там банки еще. Главное нам не влететь с ним в таран.
Зараза. Сейчас бы могли закончить уже бой. Жалко, конечно, то, что этот козырь в виде такого фитана Кобра МК5 я достал раньше, чем думал. Идем дальше. Распрекрасная наикрасивейшая мамба сейчас против нас. В чем прикол? Будем примерно понимать, какое количество урона мы наносим по процентам, потому что у Крайта МК2 там стояли банки, а здесь банок нет. То есть плюс-минус такие же проценты урона мы будем наносить и Фердилансу, и Питону МК2. 3%. Вот это я зря поторопился. Слушай, а чё он из колец вылетает? Давай-ка в кольца. В кольцах-то веселее. Ой, не в то упреждение стрелял. Куда у меня сейчас 10% корпуса пропало-то? Опять, что ли, удар? Да почему я не понимаю, почему происходят тараны? Я не вижу никакого, так сказать, движения своего корабля во время тарана, но я получаю урон. Что за хрень? Либо меня уже глючит. Распал. И где он? Вот это я довернул, я аж сам в шоке.
Опять таран, что ли, был? Я уже ничего не понимаю. А с кабиной-то что? Оу. Блин, дробаши для меня смерть. Недолет. Ну, мне, кажись, конец. Может, камень спасет. Или меня заберет. Да, меня заберет. Нет, не заберет. Ну, на тоненьком. Ну, прям на тонюсеньком. Предлагаю посмотреть, что у нас будет с Фердилансиком. Как минимум, мне интересно. Там дробовиков не будет. Может быть, будет попроще, а может, посложнее. Мой любимый боевой корабль. Фердиланс. Сейчас полетаем против него. По идее, должно быть попроще. Ох, я немножко испугался. Случайно выстрелил. И еще и промазал. Какая же шумная пушка. Вот это раздражает, то, что она так шумит во время зарядки. Так, давай без реверса, слышь? Реверс на Фердилансе. Да что ты все из колец-то вылетаешь, а? %25 щитов я снес. И еще промазал. Так, ладно, он не ныряет, я ныряю.
Ну, ща будет меня пробивать в силовую, конечно. Если я откисну из-за силовой, знаете, это потому, что у нас реверсят на фердиланцев. Не ожидал. Он тоже не ожидал. Нормально. Ой, зачем я сейчас выстрелил, я не знаю. А сейчас-то что не так случилось? Я виноват, мой косяк. Ну ты что, будешь реально с жопой ехать? Ой. Да сейчас-то что недолет случился? Ну все, он сейчас будет задом кататься. Пытаться выбить мне силовую. Да в смысле оно не попадает? Да ты достала. Да сейчас-то что-то случилось-то. А, пушка, чё ж ты не попадаешь-то? Ну сейчас вот, видимо, я скосил. Так, я ничего не понимаю.
Да что за херня происходит? Почему я попасть не могу? До этого же нормально попадал. Да неужели я попал? Если бы я попал бы сразу нормальную, проблем бы таких не было. А тут что-то странное происходит. И у нас опять были проблемы с тем, что у нас предыдущую запись боя уничтожен? Уничтожен. Предыдущую запись боя, это не первый бой на Фердилансе, если что, случилось такое, что он как будто вылетел, а я остался здесь. И он у меня тупо болтался, как будто он шнур дернул. Что-то с элитой в плане, не знаю, нет-кода или чего-то еще странное происходит. Ну что, мои дорогие, финальный бой. Кобра МК-5 против Питона. Мне конец. Блин, поторопился я. Поторопился. Пока у нас есть теплоотводы и пока не встретился с камнем, то в принципе все нормально. Твою мать. Минус 9% корпуса. Это мне аукнется. Еще минус сколько-то там корпуса. Так, кабина, не отваливайся. Кабина, держись. Да, ё-моё, думал, проскочу, не проскочил. Какой ложевый выстрел был.
Меня больше всего сейчас волнует то, что у меня кабина отвалится, и я стрелять не смогу. Так, ну щиты-то я ему почти снес, но под щитами-то у него корпус. А вот и все. И сейчас я никак не смогу по нему попасть. Вообще. Ну, будем считать, если бы не камни, и если бы не выбитая кабина, то может быть что-нибудь да получилось. Ой, я попал. Ну давай, я не знаю, что-нибудь попробуем исполнить. Если поставить ночное видение, то упреждения не будет, они это понерфили. Спустя я не знаю сколько времени. Я ничего не вижу вообще. Я и корабль-то не вижу. Ну пусть будет интрига. Оставим интригу. Сами возьмете Кобру МК-5 и полетаете в ПВП против Питона МК-2. Может быть, у вас все получится гораздо лучше, нежели у меня. На большие корабли мы с вами не пойдем. Там очень уж много щита и секундного залпа, а у нас мало урона. Корабль получился отличным, но ведет себя хорошо на нестандартных сборках, что довольно плохо. Мне лично некомфортно летать в таком фите, так как я предпочитаю нестареющую классику Фердиланд с рельсами и плазмами, ну на худой конец Корсейр. Плюс я не показал реверс на этом корабле, а это тоже возможно, но это уж очень специфичный геймплей, от которого я засыпаю. И я знаю, что я не показал фиты на призматических щитах в боевке, но они будут также в том же посте со всеми фитами на этот корабль, чтобы вы, если захотите собрать такое же, все имели под рукой. Подытожим. Просто шикарнейший корабль. Маленький кораблик, который разносит Фердиландс. Ну красота же. Да, он это делает не в стандартном фите, ну и ладно. В ПВЕ боевке с NPC проблем не будет, пока вы не дойдете до зон конфликта. Ну, или пиратских сигналов, и там проблема будет с уроном ощущаться уже. Но можно летать на NPC хоть с топливными рельсами и пучковыми лазерами, только поставьте топливный дополнительный бак. В торговле, в майнинге и в исследовании хорошо себя показывает и имеет великолепную скорость и маневренность, а еще чертовски красив. А что еще нужно для корабля, который стоит недорого, и на котором можно попробовать все, что есть в игре? Хоть на наземные высадки его берите, он хорош во всем. Но... конечно же, не прыгает так далеко, как Мандалай, и не везет столько же груза, сколько везет имперский катер. Пишите, что думаете по поводу этого маленького красавчика. Будет очень интересно почитать и узнать ваше мнение. Как по мне, это чертова имба в умелых руках. Так как мои навыки пилотирования кораблей хуже, чем у профессиональных PvP-пилотов, показать прям максимальную красоту и максимальный нагиб я, увы, не могу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.